Ребят, всех приветствую на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника, да, я вернулась. За этим 7 дней, пока меня не было, благодарю всех тех, кто из постоянных подписчиков остался, никто не ушел, и на мое удивление к нам добавились даже новые люди, чему я, сказать, очень рада, это ничего не сказать. Я вам всем благодарна, всех вас поздравляю с новыми энергиями, с новой эрой Водолея, в которую мы вошли. И, как вы уже заметили, за последние дни, начиная с 19 декабря, мир сходит с ума. Каждый немножечко по-своему, но тем не менее. Ребят, глядите, о чем сегодня расклад делаю. Название пока его я не знаю. Но иду по потоку. Почему? Потому что сейчас для многих проходят такие энергии, когда у кого-то, извините, даже психоз, кто-то сомневается в себе, кто-то переживает, кто-то плохо себя просто чувствует, на физике даже это может отражаться. И вот я вам хотела сказать, что здесь переживать не о чем, потому что до 13 января будет время, даже не знаю, как правильно вам так донести, будет время, когда нужно проработать свои обиды, свои старые сценарии, которые не работали, которые отжили, то есть отпустить их. Это не означает, что нужно забить в себе эмоции, нужно их пережить и отпустить. Знаете, вот из области удалить из компьютера все ненужные файлы, дабы освободить место для всего нового. Поэтому здесь не нужно закрываться в этот период. Не нужно слишком перегружать себя. Вот просто пришла ситуация, да, с которой, допустим, вот долго у вас что-то не получалось. Допустим, обидно вам, да. Проработали каким образом? Да, обидно, да, не получалось, но теперь все будет по-другому. До свидания. Негативная программа из моей головы. Можете замечать, что большинство людей вокруг просто, дуреют на данный период времени. Много кто возомнил себя выше других. Много кто не желает принимать данные трансформации. Некоторых проверяют высшая на вшивость. Но большинство людей, как, по моему мнению, сейчас переживают, знаете, такой эффект звездной болезни о том, что я выше, лучше, краше других. Во всяком случае, я столкнулась с такой ситуацией, то есть меня также не обошли моменты с разочарованиями. Очередной человек как бы так лучше сказать, разочаровал. Позиционируют себя люди в одном, а потом оказывается, что они носят маски. Да ладно, это их проблемы. Наша проблема в том, чтобы эту ситуацию проработать и отпустить. Не нужно заморачиваться насчет вот в этот период до 13 января. Не убивайте много энергии на злость, ненависть. Вообще вот эти вещи не должны вас касаться. Только позитивные эмоции и только положительная энергия. То есть все, что вас радует, все, что вас веселит, все, что вас наполняет. Любые люди, которые вас пытаются унизить, допустим, обесценить, ваше умение, к примеру, да, ваши знания, просто плюйте им в лицо. То есть это период, когда вот то вы боролись, да, с темным извне, а теперь нужно побороться с темным внутри себя.
То есть, да, грубо говоря, достать все свои страхи наружу и отпустить их. И да, это не всегда легко. Сегодня у нас будет 4 варианта по раскладу. Я вообще даже не имею представления, что я сейчас увижу и как все пойдет, но понимаю, что многим из вас нужно понять, а что же сейчас со мной происходит. Вот, наверное, так расклад я и назову, потому что многим непонятно то состояние, в котором они находятся. Итак, смотрите. Великое вступление окончено. На оракуле теней я сейчас раскладываю 4 варианта, 4 стопки карты. Вы выбираете каждый свой, причем именно тот вариант, на который вас потянуло буквально в первые несколько секунд. Это и есть ваша интуиция. Дальше уже идут, так сказать, игры разума, когда мы что-то додумываем, что-то дорисовываем, или нас пытаются просто с нашего пути, да, сдвинуть. Итак, здесь есть пустая карта в оракуле теней. Сейчас я вам ее покажу. Вы ее уже, вот она. Вот та стопка, в которую она попадет, я этот вариант убираю. То есть сейчас посмотрим, кому повезет, как говорится, кому нет, да? А может, наоборот, повезет тем, кто выберет стопку с этой картой и вообще как бы, не будет заморачиваться, а что там, а как там, просто пройдет спокойно этот промежуток времени, по-своему, давайте скажем так. Ведь все мы понимаем, что у каждого из нас своя информация, свой поток и своя связь как с родом, так и с высшими силами и с самим Всевышним. Вот не знаю, почему-то так хочется. Сейчас посмотрим, почему. Кстати, по предварительному просмотру колод при подготовке, смотрите, тут повешенная десятка мечей. Тут ситуация, когда вы выходите из, знаете, каких-то вот застарелых, хочется сказать, и программ, и жизнь меняется. Вот вы долго находились в таком состоянии, где вы переосмысливали себя, мир, окружение, быт, семью, детей, то есть, абсолютно все, можно сказать. И вот этому приходит конец. Только вот этот конец еще продлится до 13 января. И за этот период, поверьте, что выгребут весь хлам, который вам действительно не нужен. И да, каждый день работа будет идти полным ходом над вами, внутри вас и вокруг вас. А еще знаете, какой период? Он, давайте без украшений лишних, да, без мишуры, скажу как есть. В этот период люди либо расплачиваются за определенные свои прегрешения, да, либо же будут наказаны еще больше. То есть те, кто прорабатывают себя, естественно, понимаете, да, что определенным своим состоянием, вы как поставите точку в прошлом. Вот жизнь будет у многих делиться до
21 декабря 2020 года и после него. В общем, ладно. Начинаем на 4 варианта. Кто-то из вас может уже определяться, какой ему нравится. Кто-то может выбрать, когда я уже окончу выкладку. Смотрите по вашей интуиции. Вообще это самое главное. Это то, на чем я делаю акцент всегда. Доверяйте своей интуиции. Не доверяйте тому, кто что вам пытается доказать, навязать, в чем-то вас переубедить. Особенно, если это люди делают с определенной пеной у рта. Сейчас вообще, конечно, интересный период такой. Забавный. Много каких неприятных ситуаций может вылезти. Много какие люди покажут себя с другой стороны. Особенно это неприятно, когда ты к человеку искренне относишься. Ну, вот искренне хорошо, либо искренне уважаешь, да, особенно то, чем он занимается, а он берет и показывает, что как минимум 1/4 части даже не стоит из того, что ты о нем думал. Но опять же таки, это наши проблемы, потому что мы что? Правильно. Всегда в завышенных ожиданиях находимся, да? Порой бывает, даже ничего не ожидаешь от человека. Ну вот просто, нравится тебе его деятельность. Ты с уважением к этому относишься. А оказывается, этого уважения не хватает этому человеку. В общем, по-разному ситуации у каждого из вас проиграются. Не знаю, давайте сейчас из этой колоды буквально по 3 карты на каждый вариант. Потом поищу эту пустую, и один из этих вариантов будет просто убран. Ребят, трансформации, очень большие трансформации идут, особенно касаемо, да. Ну да ладно, пусть будет так. Я как бы не филолог. И слава Всевышнему за это чудо в моей жизни. Знавали мы филологов в свое время. В общем, смотрите, трансформации касаемо дома, семьи, я же говорю, семейные ценности, отношения с детьми, с партнером. Ну, вот, как я и сказала, мир разделится на период до и на период после. Вообще впереди у нас все самое лучшее, кстати. Вот. Только бы продержаться до 13 января. С другой стороны, чего держаться? Нужно просто жить, наполнять себя положительными энергиями, определяться со своим путем предназначения. И, извините меня за выражение, срать на всех тех, кто пытается вас с него каким бы то ни было образом сдвинуть, перенаправить куда-то. Так, из этой колоды светлого провидца я буду брать по 3 карты.
Кто-то из вас ожидает чего-то нового, каких-то поступлений, каких-то идей, тут какого-то ресурса, внутренней наполненности. Так. Здесь тоже, наверное, по веретнику беру по 3 карты, и иначе расклад затянется, как всегда. Вот раскладываю, понимаете, карты, да? А понимаю, ведь та стопка, которая будет с пустой, будет же интересно, что внутри, правда? Особенно тем, кто ее выберет. Ребят, те, кто ее выберут, значит, вам либо не надо знать эту информацию, либо вы к ней не готовы, либо вы просто пройдете, как я уже сказала, на своих энергиях, понимаете, по-своему. Да, ребят, многим из нас, из вас сейчас пытаются сломить волю через определенных людей в вашей жизни. Итак, начну с первого варианта. Смотрю, если здесь... Первый вариант остается. Второй вариант остается. Третий вариант у нас уходит из зрительного зала. Те, кто выбрал первый, второй и четвертый, как говорится, милости прошу. Будем смотреть, а что же такого важного вам сейчас нужно знать, что с вами происходит. Итак, ребят, кто выбрал первый вариант, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что же с вами происходит на данный период жизни, да, что вам непонятно, возможно, попробуем прояснить. Так, немножечко я вот так вот сдвину все. Чтобы вам карты были все видны. Итак, первый вариант. Здесь смотрите, как интересно, что с вами происходит. На что вам нужно обратить внимание? Влияние есть, здесь я сразу могу сказать, на вас есть влияние. Причем, знаете, вы то ли от любви бежите, да, вот, у вас как страх новых отношений, либо даже вплоть до сближения с новыми людьми. Очень давно программа, причем, возможно, кто-то из родственников вам выставлял здесь привороты, влияние на вашу психику, на ваше волеизъявление было. Еще знаете, что идет? Что вот вроде бы отношения у вас были, да, вроде как и все хорошо, а вы вот чувствовали, что что-то не то, как страх какой-то вас сковывал, и вы где-то внутри понимали, что рано или поздно,
Ну, пасочка доспечется, и все это закончится. Так вот, вы предчувствовали воздействие на вас. Манипулировали вами, забирали ваши ресурсы. По лунным циклам работали, причем постоянно обновляли программу. Вам здесь нужно перестать бояться идти в новые отношения. Нужно перестать бояться, проработать вот эти моменты. Да, делают деструктив, да, я знаю, как себя защитить и как бы, ну, на этом успокоиться. Не накручивать себя по этим вопросам. Если кто с вами конфликтует и пытается вызвать у вас чувство вины, вот шлите их куда, короче, подальше. Куда подальше, да? Потому что здесь таким образом вами манипулируют и забирают ваш ресурс. Тут, знаете, тут как бы жестковато, потому что все равно идет проработка на понимание того, что вы не являетесь центром Вселенной. Есть еще кто-то, кто вам может помочь, и вам в дороге нужно отправляться. Для чего? Для того, чтобы поработать на местах силы и, знаете как? Во-первых, почистить себя. Это само собой разумеющееся. Во-вторых, эти места сейчас вам могут в этот период дать определенную подпитку энергетическую. Для того, чтобы вы легче прошли вот это все. Здесь знаете как, в чем вы находитесь? Вы находитесь вот как в стиральной машинке. Вы вроде бы и выйти хотите, да, из этого всего, а вас как опять туда затягивают. То есть на эмоции вас пробивают и тащат. Вам нужно на места силы ехать. Для кого-то из вас еще, знаете, проиграется как. В общем, плевать куда, лишь бы съездить, в дороге побывать. Здесь очень давят на ваши чувства вины. Вообще как, знаете, вот принижают. Вы поймите, да, что вы не центр Вселенной, тут определенная гордыня прорабатывается, но вы и не должны впадать в другую крайность, когда вы на задворках этой Вселенной находитесь. То есть унижать себя не давайте никоим образом, принижать вообще ваше достоинство, качество, умения. Потому что все это делается только для того, чтобы манипулировать вами. Что вы здесь еще должны понять о себе сейчас? О том, что рано или поздно эта ситуация все равно разрешится. Вот смотрите, как интересно. Новолуние, полнолуние, и вы посередине, понимаете? Тут по вам работают, ой-ой-ой. Как активно. Забирается ваш ресурс, ваша красота. У кого-то, кому-то и на здоровье делают. Забирают ваше, а на вас, допустим, скидывают какую-то свою болячку. Если понимаете, что о вас, вот, то есть это не просто так у вас что-то болит. Здесь еще как хотят вас ограничить от нового, от всего вообще нового и от нового круга общения в том же числе.
Возможно, эта ситуация с вами была, и вам нужно сейчас ее всю отпустить. Давайте посмотрим, что здесь по 3 картам. Здесь вы уходите, смотрите, либо от какого-то мужчины, то есть партнер, либо это муж, либо, если мальчики, на себя, пожалуйста, переворачивайте расклад. Здесь вы должны уйти в поиски себя, в поиски внутреннего света. Тот свет, который будет вашей путеводной звездой, он внутри вас. И вы от своей эмоциональности уходите, где вы эмоционировали, что-то пытались кому-то доказать, это все бесполезно и без толку. Что с вами происходит еще? Эмоции уберите, все внутри вас вы и так найдете ответы на свои вопросы, особенно во сне. Какие-то тайны узнаете о себе, что-то вам, о вас же откроется. Ваши знания, ваши умения целителя, мага, прорицателя, психолога, того же таролога, это все вас ожидает. Если кому это не интересно, я уже озвучила. Вам нужно от эмоций уйти, от излишних. Сейчас и период, конечно, такой, но вам особенно это важно. Не эмоционировать, впустую, давайте скажем так, не сбрасывать свою энергию туда. Так, первый вариант. Здесь у вас идет крах иллюзий по поводу какого-то короля кубкового. Как я уже сказала, это, может быть и партнер, это может быть даже ваша подруга, к которой вы искренне относились. Но больше здесь проигрывается как мужчина. У вас крах иллюзий по поводу этого мужчины, может быть, и по поводу своих чувств к нему, по поводу того, как вообще должна быть, как должны складываться отношения между мужчиной и женщиной. Как разочарование в том, что тайны, вы поняли, что от вас много чего скрывали. И пока вы сидели вот в этом отшельники, ребят, возможно, кого-то ждали, вот этого короля, или ждали, пока разрешится какая-то ситуация, либо что-то поменяется. Вы уже, понимаете, ждуном стали. Вы, помните, говорила, гордыню прорабатывайте. Вы здесь уже начали жертвовать собой, а этого делать нельзя. Никоим образом. Так что вот что с вами происходит. Да, разочарование, да, розовые очки бьются стеклами вовнутрь, да, вы ошиблись и не ваш человек. Вот эта гламурная фраза, модная в нынешнее время. Не ваш человечек. Но это тоже урок. И вы не просто так его встретили. Все равно, кого бы мы ни встречали на своем жизненном пути, это всего лишь наше отражение. Нужно это понимать. И это отпускать. Не сидеть в отшельниках, понимаете, не жалеть себя, прекращать, вот это вот самобичевание, где ой, я бедный несчастный. И как мне быть, и что же мне теперь делать? Вот что вам делать. Чемоданчик в ручке. И вперед в дороге.
Отправляйтесь в дороги, это вам очень поможет. Любое движение для вас это как очищение, тоже своеобразное будет. Так что вот так вот первый вариант с вами. Тяжелые энергии идут. С одной стороны, я понимаю, почему так случилось, да, ну, закономерность этого всего, но с другой стороны не исключается человеческий фактор, когда, ну, я могу понять, в каком вы отчаянии, в каком вы разочаровании, да, такое ощущение, что все, что ты строил, оно просто рухнуло в одночасье, и много какие аспекты неприличные, неожиданные открылись. Ну, значит, так должно было быть. Вас ведут к вашему предназначению, к тому, что вы должны выполнять в этом мире, благодаря этой ситуации, которая вас чему-то научила. Вот так вот первый вариант. Оставляйте ваши комментарии по поводу этого расклада вообще. Насколько он вам помог понять, что же с вами сейчас происходит. Будет интересно мне почитать. И желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока. Итак, ребят, кто выбрал второй вариант, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что вам нужно понять о себе сейчас. Ух ты, как интересно у вас. Итак, второй вариант. Вы сейчас в очень хороших энергиях, вы в потоке. Защиты отличные. Работа с родом, работа с богами. Очень хорошо. Здесь у вас ясновидение открывается. Здесь вся ваша ритуалика, которую вы делали, на июль особенно, очень хорошо для вас пошла. Так. Вы освобождаетесь. Освобождаетесь от деструктивных родовых сценариев. Полное освобождение вообще, ну... Тут сказать хорошо, это ничего не сказать. С помощью огня, кто работал на местах силы, отлично. Здесь как подношение вы огонь давали. Но для вас истина открывается. Что-то вы прям понимаете, что здесь и сейчас пора делать. Короче, я тормозил, я долго не мог решиться на что-то, и теперь я готов полностью идти напролом. Здесь прокачка своей интуиции. Если вам кажется, что что-то где-то, как-то не так, не переживайте, ничего глобального, такого в плане нападений на вас нет. Здесь нет такого. Здесь у вас связь с самим собой налаживается, с вашим родом. Меняется одна программа и вступает в силу совершенно другая. Освобождение, радость. Вот у вас было, знаете, как вас в депрессию вгоняли, чтобы вы в полную свою силу не вошли. И вот такой момент вас что-то очень обрадовало. Вы вот хотели найти ответ на какой-то вопрос, вот он вам просто, голову проедал, да, и вы нашли на него ответ. Какая-то истина вам открылась, и вы поняли, все,
На этом я ставлю точку и иду вот в это новое, в то, что раньше не решался идти. Но здесь хорошо, здесь больше добавить как бы особо нечего. И здесь, если хотите, ну, идеально. Потому что здесь вы наполнены энергией, интуицией. Здесь вы познаете себя, кто познает магию. Кто-то понимает, кто он есть на самом деле. Здесь радость от того, что вы идете в более лучшие сценарии своего рода. У вас здесь и охранцы меняются. Вы выходите на новый уровень, второй вариант. Да, я же сказала, ребятки, здесь вы начинаете что-то свое. Вы загораетесь идеей. Вы уходите, да, в короля пентаклей, даже если вы девушка. Значит, вы на мужских энергиях, вы готовы брать все в свои руки и держать свое место под солнцем. Вы будете очень рьяно и не будете позволять никому его, ну, это место подвинуть, принизить как-то, да, там, я не знаю, и вообще как-либо вам помешать. Вы здесь наполнены. Здесь, знаете, если были какие-то моменты, из-за которых вы, ну, уходили вот в такое состояние депрессии, да, вы как бы старались из него сразу выйти, и вообще у вас, конечно, хватка, ну, отличная. Здесь люди, которые себя балансировали. То есть приходит какой-то деструктив, вы сразу его трансформировали в то, что нужно вам. Они сидели там, не накручивали себя еще больше. И что вам еще здесь нужно понять? Если все равно у вас какое-то состояние, ну вот как я и говорила в начале расклада, что можете не понимать, где я, и что со мной вообще как бы. Может, еще подумываете о том, что есть нападки? Нет. Тут вы полностью закрыты от того, что если вам кто-то что-то и делает. Здесь вам дали время для того, чтобы вы сбалансировались для рывка в то новое, что вы планировали, но не решались сделать. И какую-то истину вы получили от рода, от своего. Известие. Хочу посмотреть, что за известие вам было. Здесь еще, знаете, вы как бы свою чувственную сферу перекрыли. Вот просто, знаете, как вам надоело тратить энергию на то, что вам, или на тех, кто вам разбивал сердце. Второй вариант. Вы получили известие от своего рода о том, что вы идете на повышение квалификации, если хотите, во внутреннем своем развитии, в духовном. Вот какое вам известие пришло и то, что вас обрадовало. Возможно, к вам появлялся человек из прошлого, из вашего. Не суть важно, кто это был, пытался наладить какие-то отношения с вами.
Вы просекли, что в очередной раз человек пришел не с благими намерениями, да, опять захотел что-то от вас поиметь, опять что-то делал, возможно, там колдовал, либо магуил. Вы сделали выводы и идете дальше. Вы не зацикливаетесь на этом. Вы просто ушли в туз жезлов. Вы планируете, вы строите планы. Причем, знаете, так, не то, что вот у меня там были наметки. Нет, здесь человек четко и конкретно знает, чего он хочет и куда ему надо. И вы туда идете. И здесь люди, которые имеют такие задатки, чтобы быть выше над другими. Там дальше нужно будет это все в балансе держать, ну, дабы не перегибать, знаете, и не недооценивать себя, да, и не переоценивать, ну, по отношению к другим. А так все идеально, ну, второй вариант, я даже не знаю, что тут добавлять, как бы смысла, я думаю, нет. Я думаю, вы крайне довольны тем, что у вас так получилось по раскладу. Во всяком случае, я очень довольна. Да, здесь такое может быть, что, ну, колыхает в энергиях, потому что, ну, нам кажется, что ничего не происходит, да, а на самом деле там на ментальном, допустим, плане, на астральном и на других там, ну, очень большие и многомасштабные действия разворачиваются за то, чтобы у вас было лучше, чем было до этого. Так что вот так вот второй вариант у вас по раскладу. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Итак, ребят, кто выбирал четвертый вариант? Я вас приветствую. Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит по энергиям, что вам нужно знать о себе. Ребят, ну тут, конечно, интересно. Что-то у вас длится с Самайна и по Йоль. Какая-то ситуация, вот. С 31 октября она набрала обороты и продолжает. Вас как на выбор ставили. Вы как каких-то новостей по поводу плодородия ожидаете. Понимаете, тут опять очень интересный вариант. Я даже не знаю, в каком хорошем аспекте прочитать его. Ну, давайте так. Здесь, да, здесь два варианта идет. Но новости какие-то вы получили на ментальном плане за какие-то проклятия. Опои, окормы, ну, свечами на Йоль работали. Но есть выбор.
Хочу посмотреть выбор на вот этих картах. Ладно, давайте я разложу дальше, и тогда, возможно, у меня картина сложится. Ну, все-таки здесь... Давайте так, если вы знаете, что вы в своей жизни никому хреноты не делали по типу крадников, по типу попыток вызвать кого-то, подломить под себя чужую волю, это не ваш вариант. Вы смотрите за кого-то. Здесь четко, как я увидела, я хотела увидеть хорошую сторону этого всего, но мне так она и не шла, в принципе, оно так и есть. И здесь люди, которые расплачиваются за то, что, видимо, очень ждали от богов новостей о том, чтобы у них к ним вернулось то, что они просрали. Здесь идет расплата. За что расплата, я смотреть сейчас и сегодня не буду. Хотя можно посмотреть. Здесь как чужие проблемы на человека накиданы. Его ставили перед выбором, и, видимо, не тот выбор человек сделал. Не те ритуалы, не те заклинания, видимо, у кого-то что-то отбиралось. Ну вот хоть убейте, не идет. Мне хотелось бы сказать что-то положительное, но как можно сказать положительное, в чем вы... Четверка кубков, десятка мечей, восьмерка мечей. Ну, здесь джекпот. На распутье вас ставили, вы, видимо, не то выбрали. Что, не справились на повороте? Решили, что вам все можно? Здесь переживания по поводу провала, скорее всего, в социальной сфере и в личной тоже. И личностный рост, если кто практик, значит, ударило и по силам. Хочу посмотреть, что за выбор на вот эту карту. Перед каким вас выбором ставили? Угу. А какой не видели путь?
Так, кто выбрал 4-й вариант? 3-й он по открытию. Здесь, ребятки, смотрят меня практики. Практики, которые не справились с управлением и которые нахеровертили. Здесь вам нужно было отречься от своей надменности, господа товарищи. Слишком вы возомнили себя великими, хотя вы такими не являетесь. Вы должны помнить, что та сила, которая у вас есть, это не ваша сила. Вам ее дали свыше для определенных целей. И вы не имеете права ее использовать несанкционированно, не в верном русле, что ли, если хотите. Глядите, на какой путь вас ставили, вы даже не заметили, вы как будто отмахнулись. Вам нужно было, элементарно, с помощью молитв, обратиться к роду, я не знаю, обратиться к ангелам, архангелам, к высшим, к Всевышнему, да, либо к высшим силам, попросить совет у кого-то, у своего духовного учителя, если он у вас есть, либо тот, кому вы бы там, кто вас на место, короче говоря, вставляет и вправляет, понимаете? А вы как засомневались. А почему засомневались? Потому что люди чувствуют за собой вину. И вы не захотели это прорабатывать и ломанулись. Я все знаю, я сделаю так, как хочу. И понеслась, да? Встали на путь. На какой путь? Да, колдовство, окей, но колдовство, которое приносит отраву другим людям, понимаете? Вы здесь приняли решение ломить волю другого человека. Да. И вот результат ваших плодов на данный момент у вас. Это расплата от высших сил, если хотите, от Всевышнего, как хотите это называйте. Здесь свыше идет расплата вам. Из-за вашего эгоизма, из-за того, что вы сплетничаете, очень много лгали за кого-то. И тот человек, на которого вы вот это, белиберду эту наводили, здесь, вы решили кого-то лишить его сил магических, а там человек пророк, а там человек под арканом смерти. Оказывается, человек круче, да, вас, выше вас, а вы нежданчик словили. Вот вам урок тоже своеобразный, ребят. Дана вам сила, используйте, будьте достойны ее, используйте по назначению. Что ж вы так, а? Вы, конечно, вправе были выбрать и сделать то, что вы сделали. Это ваш путь, вам нужно было научиться. Вы хотели, чтобы человек и болел, возможно, и болячки какие-то перекидывали. Что вам нужно о себе сейчас знать? Что вы сами упорно, я так вижу, что упорно шли к тому, что вы сейчас имеете. И здесь, знаете, вы вроде как и хотите уйти, а куда ж вы уйдете, пока вы... Чужие проблемы. А что там за чужие проблемы на вас? Вас в духовность хотят вывести. Лицемерить перестаньте. Откровения какие-то получите свыше, вам хорошее напутствие дадут. Здесь вам нужно научиться понимать, через определенного человека, на которого вы несанкционированно воздействовали, прилетела вам вот эта ситуация. Но здесь я еще смотрю, что на вас идут и другие атаки. Для того, чтобы вас научить. Опять вас на распутье будут ставить. И так будет по кругу, пока вы не пройдете урок, ребят.
Меньше сплетничайте. Да, здесь я вижу, человеку будут еще не один раз урок давать, чтобы вы исцелились, чтобы вы проработали себя и, ну, поняли, что некоторые вещи делать вам не стоит. Вам нельзя просто-напросто этого делать. Не по тому пути пошли. Занесло, а почему занесло? Ну, потому что вы решили, что вы лучше, краше. Зависть, понимаете, ребята? Как бы вы там ни отнекивались, это зависть. Ну, хорошо, но есть у кого-то дар, которого нет у вас. И что? Ну, у вас же ведь есть свой, ну, в конце концов. Работайте над своим, поверьте мне, там непаханное поле экспериментов. Не экскрементов, экспериментов. Над собой, над тем, что вам дано. Причем, знаете как, вам тут высшие, они ставят на место, а потом, ну, дают возможность вырулить из этой кабалы, а вы как будто опять сливаете это. Вроде как чем-то воспользовались, а все остальное слили. У вас здесь в жизни очень много просранных, хороших моментов. Вы их просто упускаете, не видите. Кому-то волю вдвинуть хотели, ну, я вас поздравляю. А сами попробуйте, ну, снимите с себя, пожалуйста, ну, вам надо чиститься. Вы сами под приворотом. А знаете, почему он на вас прошел? Возможно, и вы приворотами занимались. Не думаю, что занимаетесь сейчас. Сейчас вам не до этого. Вы считаете, что вы непробиваемы. А оказывается, вот эта ситуация дает вам понять, что вы пробиваемы, и вы офигеть как уязвимы, если будете не санкционировать, использовать, ну, несанкционированно использовать свой дар. Ну, десятка мечей, восьмерка мечей. Вы вроде бы от какой-то разочаровашки свалили, может быть, наконец-то пить перестали. Вроде бы как уходите, да, вроде бы как все, и в восьмерочку мечей, а давайте-ка мы сейчас себе голову проедим. Да признайте, наконец, что да, я обосрался, да, я просто, ну, сделал говно определенной личности. Хватит у вас стержня. Может, даже попросите прощения у этого человека. Не хватит стержня. Это ваши, в принципе, проблемы, ваш выбор и ваши уроки. Значит, не хватит. Не вопрос. Но если вы останетесь в таком же положении, все ждать, выпрашивать, ибо я достоин лучшего, но продолжать гадить, ну, вы ж ни к чему хорошему не придете. Так и будете по кругу бегать до тех пор, пока не пройдете этот урок. Так что вот так вот, четвертый вариант. Интересно, конечно. Интересно. Показали нам вас. Вряд ли вы напишите ваши комментарии, естественно. Если напишите, у кого срезонировало, то крайне будете сливать свой негатив, либо же делать вид на публику, что у вас все хорошо. Это тоже ваше право. И, кстати, добра от этого мира не надо. У вас есть это добро, вы его брать научитесь. Уважайте то, что вам дали, и соответствуйте этой силе. И если вы потеряли в отношениях, в бизнесе, в финансовом канале, да, что-то,
Вы же понимаете, что не просто так это все. Что вам на голову это все сыпется не от того, что вы бедная, несчастная, а от того, что вы затыки свои не выдергиваете. Так что вот как-то так, ребят. Пока-пока. Итак, ребятки, а кто остался со мной до последнего? Помните вариант с нашей картой пустой? Я его все-таки хочу открыть. Хочу открыть, потому что вариант крайне загадочный. И кто его действительно выбрал в первые секунды, я буду рада, если вы мне даже в личку отпишетесь. Потому что я понимаю, что это за люди. Итак, вариант. Не знаю, как правильно какой. Там он был третьим, да, из 4, но давайте будет третий, так и быть. И вот, наконец настал тот час, когда я снова вижу вас. Да, уже надеюсь на взаимность. Мультик такой был. Глядите, ребят, здесь у вас идет очищение, зачистка кардинальная. Здесь выметание всего деструктива, который был на вас совершен несанкционированно. Здесь поддержка рода. Вы прошли какой-то очень сильный оборот своей жизни. Возможно, это было 30-20 лет, то есть глобально. Понимаете, здесь глобальные обороты. Вы как круг какой-то прошли, вы стали тем, кем вы должны были стать. Здесь карта богини, которая уверена в себе, уверена в том пути, который она выбрала. То, что вы прошли, это по карме вам. Вы не должны сожалеть о своем прошлом, ни о чем. О каждом предательстве, о каждом подсрачнике, подзатыльнике, подставе. Благодарите высшие силы. Ибо если бы этого не было, вы бы не стали тем, кем вы являетесь на данный момент. Поддержка рода, сказать, что поддержка, нет, это не поддержка, вас несут. Вас, если хотите, везут в колеснице. Вам дают определенное знание, плюс рунная. Руникой сейчас работаете, руны вокруг вас просто будут порхать, как я не знаю что в вашем... Ну, новая защита будет простраиваться. Рунами работаете, кроме рун можете верить ином, огнем. Короче говоря, берите управление и власть в свои руки. Только чтобы вас не занесло, как последний вариант, чтобы вы не докатились до такого. Если хотите, посмотрите и сделайте выводы, где нужно баланс держать. Здесь род вам дает полноправную власть, которой вы должны обладать. Фамильяры, духи-помощники, все рядом с вами. Род рядом с вами. Кому-то, возможно, помогает человек-практик, либо же просто какой-то друг. Здесь мужчина больше, смотрите, который вас, поддерживает. Но здесь, знаете, еще, как интересно так, вашу уверенность кто-то хочет обнулить. Обнулить хочет, да? А почему? А потому что человек понимает, что у вас больше власти, больше магии, нежели у него, а он-то отстрадал, а я же ж, как же ж это так же ж, понимаете, здесь тоже... Знаете, такая зависть, в которой человек сам себе не хочет признаваться, возможно. Ваш недоброжелатель какой-то.
хочет вашу уверенность обнулить, но я, конечно, не завидую ему. А здесь даже если и пошатнут вашу уверенность, то есть за счет каких-то таких, знаете, психанутых выпадов, я бы вот так сказала, причем вы будете, возможно, ну, смотреть и думать, твою мать, ты ж вроде бы нормальным, блин, казался, что с тобой такое? Не надо это списывать на то, что у человека плохое настроение. Нет, ни хрена, это там у человека корона, видать. Но это уже не ваши проблемы. Хорошо, вот смотрите, если он хотя бы немного сдвигает эту уверенность вашу в себе, он открывает ящик Пандоры. Вашего негатива, который был наслан на вас, он берет на себя. Но здесь хорошая защита, здесь духи рода. Вы по карме ведьма, если хотите, это ваш путь. Это ваше предназначение. Здесь период становления, если хотите, или очередной. Ой, защита. Да, ребятка. Ребятки, защита. Хорошая защита, причем не наносные, причем не ставленные, а ваши собственные от рода. И от темных, и от светлых рода. Да, я вообще не советую любому вообще человеку связываться с вами и выводить вас на какие бы то ни было негативные, отрицательные эмоции, потому что, ну, те, кто за вами стоят из темных, они разорвут. Но вы такой человек, который не использует свою силу во вред. То есть даже если вас обидели, вы проэмоционировали, пережили это и отпустили. И сказали на усмотрение Всевышнего. И все. Здесь люди, которые практики, которые маги от своей природы, от рождения и ни одно воплощение. Здесь люди. Защита у вас стоит. Ее как будто не видно. Да, защита от темных идет. Из вашего рода определенные силы защищают вас. Почему защищают? А потому что, чтоб вот такая всякая пакость, которая низкочастотная на вас, когда нападает, сразу же работала тоже на вас. Вот понимаете, приходит к вам человек, да? Вроде бы и нормальный, вроде бы, ну, все хорошо. А нет, его где-то перемкнуло, где-то что-то у него там не заладилось, и его как набрасывают на вас. Он забирает часть вашего негатива себе на голову, потом он думает, что это вы ему что-то делаете, что вы что-то, ну, там чуть ли не чернухой страдаете. Я вообще, конечно, не знаю, может для кого-то это будет охеренным сюрпризом, но с темными можно договариваться, и это факт. Так вот, вы умеете договариваться с темными. Что с вами происходит? Вы капкан для определенных людей. Люди смотрят на вас, просматривают, возможно, вас и видят лишь отражение себя. Вас они не видят. Вы думаете,
А вот почему, да, человек вроде бы и классно всем там, ну, на тех же Таро, к примеру, раскладывает, да, и все классно, все совпадает, и как бы, ну, и у меня кое-что совпало, а вот смотрит меня и говорит абсолютно не те вещи, которые со мной происходят. И это не то, что вы там, ну, сомневаетесь, да, в компетенции человека, вы начинаете задумываться, а почему он не видит меня. Так вот, каждый, кто вас не видит, и говорит, вот вы понимаете, что вы другой абсолютно, а он вас пытается там в чем-то обличить, не пойми в чем, в себе надуманном. Вот вы как капкан, человек приходит, смотрит на вас, а там зеркало, он видит себя. Он не может себе признаться, потому что гордыня велика, понимаете? И что он начинает делать? Правильно, нападать. А по итогу он нападает сам на себя. Вот если хотите, вам с этим нужно смириться. Вы капкан. Да, вас охраняют и высшие, и низшие. От рода защита колоссальная. Но вы же понимаете, что ну, не каждому роду такое позволено, чтобы своих так выводить. Это раз. Плюс вы по своей интуиции, вы же понимаете, когда светлые помогают, а когда и темные помогают. Поэтому тут как-то сейчас посмотрю, что за карты еще упали, что с вами происходит. Кто-то вас в болтанку ввел, но радуйтесь. Этот человек пришел для того, чтобы, понимаете, вы, возможно, бы эту карму, я не знаю, какой-то негатив или еще что-то на вас было накинуто, вы бы прорабатывали его там, я не знаю, ну сколько-то там лет, да, а здесь пришел человек, снял его с вас и пошел с этим говном. Но это был его выбор. Понимаете, либо, ну, как-то, ну, договориться, да, ведь, ну, как бы мы умеем разговаривать, у нас вроде как голова на плечах, а не в заднице, извините, ну, никто не мешает. А если кто возомнил себя выше, вы знаете, вы приятно удивляете тех, кто на вас нападает, они просто не могут понять, какого хрена происходит. И такую... Для работы такой махины, такого механизма, свыше должно быть разрешение. Вы же сами понимаете, что ну, просто так такого не дают. И абы кому такое не дают. Но здесь знания у вас еще будут какие-то. Ну да ладно, это проблема недоброжелателей ваших. Это чтобы вы понимали, если кто пришел и вас как бы, ну, вот знаете, вот оскорбил, обидел, занизил ваши там какие-то умения, да, ваше видение вообще, фу. Вот поблагодарите этого человека, вы идете дальше, эта ситуация сейчас обнулится, и вы идете дальше. То есть это быстро-быстро будет, вы быстро проходите кармические уроки. Вы их, знаете, как на скакалке вот так вот перепрыгиваете. То есть, если запнулись, пофиг, идем дальше, пробуем еще раз, не стесняемся, не боимся. Если я обосрался, да, блин, черт, я обосрался. Извините, я не прав. А те, кто на вас нападают, они не в состоянии сказать извини. Там, понимаете, там вот что-то с людьми случается. Я не скажу, что те люди как-то, ну, они тоже с даром, они тоже сильные в чем-то, да, приходят, даже где-то достойные, вы вот можете посмотреть, и, ну, я же говорю, что думал, ты нормальный, а оказывается, что, вот, понимаете, вы как вот капкан для них. Как будто вот пройдут или не пройдут проверку через вас. Ну, ребят, будьте же осторожны. На вашем пути встретится точно такой же, как вы, когда вас будут проверять. Поэтому, ребят, не забывайте о человечности. И продолжайте и дальше
с достоинством нести свою силу, свою магию, свой дар и соответствуйте ему так, как вы соответствуете сейчас. Эх, и здесь еще от ваших недоброжелателей к вам переходят определенные помощники, но вам это, в принципе, вы за этим не гонитесь. Да, какая-то тяжелая трансформация. Ой, ребятушки, здесь вам тяжело и тяжко, и да, прошлый опыт дает вам всегда, напоминает о себе, знаете, как вы уже отпустили, переживали это все, но знаете, как я вот говорю, есть вещи, которые никогда не вернуть, и вы осознаете, что есть то, что не восстановить, мать его, никакой магией, ни даже новой реинкарнацией. Вот оно было, и его отобрали. Вот где ваша тяжесть. Этот человек, который пришел к вам, он... У него, кстати, в семейном плане что-то случится, его тоже вдвинут на эмоционалке, только на его уровне. То есть там, где ему будет больно, туда и ударят. Это будет его отработка. Тут вам знаете, что нужно через этого человека пройти, понять вот в этот период? Этот человек как будто всколыхнул у вас воспоминания о прошлом, о прошлых ваших каких-то, знаете, страхах, комплексах, неуверенности, да. Вы вроде бы все и проработали, но он как всколыхнул это все. И высшие хотят посмотреть, а погрузитесь ли вы вот в эту печаль, да, или же пойдете в новое. Вы понимаете, что есть вещи, которые не вернешь уже, их не купить, тем более не купить, их никто. Но знаете, вам нужно поверить в то, что все-таки чудеса случаются. И знаете, что самое интересное, что в вашей ситуации эти чудеса творите вы сами. Вот в чем ваш секрет. И только вы решаете, поддаваться ли вот этому вот деструктиву или быстренько там за несколько часов сделать выводы, отпустить, внутри себя это отпустить, ситуацию и идти вперед. Что вам еще нужно знать? Да, здесь искушение идет. Ух ты, блин, вариант, я балдею. Третий, я просто балдею. Здесь идет искушение вам для того, чтобы... Вот смотрите, искушение, ангел-хранитель и предки. Защиты стоят. Я же сказала, стоят. Сейчас хочу узнать. Защиты от предков у вас. Вам подсказки дает этот ангел-хранитель. Так интересно, как-то он у вас не один, во-первых. Смотрите, высшие силы наказывают любого, кто вас обидит. А низшие силы на данный период вам какую-то информацию хотят донести, чему-то вас научить, чтобы вы что-то знали. Что-то вы должны знать, понять.
и как на новую ступень перейти. Это не означает, что вы будете дурью маяться с темными. Да? И превращать свою магию в черную. Но у вас тут жажда знаний имеется. И когда вы будете знать, как кое-что устроено, вы будете знать, как это кое-что обойти. Давайте посмотрим, что у нас тут по этим картам, да, которые выпали. Да, вас тут пытаются ввести, знаете, в чувство смятения, болезненного состояния. Так, будьте осторожны по поводу, если... Вас в смятение пытался какой-то практик тоже ввести. Знаете, вроде как практик практиком, а трепится, как базарная баба. Что-то такое мне идет. Так, смотрите, знаете еще что? Против клеветы и всякой гадости сделайте себе, пусть полетит кому надо. Ну, здесь, конечно, много так интересного, конечно, может идти. Смотрите, если впадете, если вот доверитесь кому-то, разрешите кому-то влиять на вашу уверенность в своих силах, в своих способностях, ваши дары судьбы перекроются. А если нет, хочу еще вот это уточнить. Ну, тут карты прям идеальные. Искушение, да? Искушение. А для чего оно вам дано? Это искушение. Для чего? Для того, чтобы вы не поддавались на мнение окружающих, а плевали просто на это, да? Фу на тебя, ты меня тут еще унижать собралось. Или, ну, это люди, которые приходят внести смуту, вот так, как говорили, да, ранее. Внести смуту. Искушение, еще и колдовство, ребята. Искушение, да. Проверить вас, а как вы отреагируете? А пойдете ли вы на какие-то низкочастотные поступки? Или же вы, как я уже сказала, останетесь достойны того дара, который вам дали? Странно так. Здесь человек, как вот и лжец, вроде бы переживает за других, много навешал на себя, а сам является узником. А по отношению к нему тоже кто-то подло поступил, и этот человек что? На него нападают враги, короче говоря. Тоже что-то отрабатывает. Ребят, это да, это за что-то вашему недоброжелателю пришло отомщение, и тут попадаетесь вы ему на глаза, и как сработал триггер, поняли? И вас подсунули для того, чтобы проверить его на человечность, на духовность, сможет ли распознать, либо всех под одну гребенку лопатит.
Слушайте, здесь человек, конечно, все, что вам советовал или будет советовать, делите это. Не знаю, на что делите и вообще не слушайте. Здесь у человека скрытый умысел. Знаете почему? Ага. Здесь зависть к тому, что вы имеете, то, чего не имеет он. Или еще какой-то затык у человека сейчас идет, понимаете? Все мне этого человека показывают, который вот на вас. А вам что? Ну это карты сами высыпались. Все этот человек хочет вам наставником каким-то быть, понимаете, как... Ну, здесь очень много чего может быть. И, ой, я лучше всех, а ну-ка давайте только так, как я правильно, я весь здесь святой, идите за мной, вплоть до того, что я звезда кардебалета, либо недолюбленная мамой и папой, либо перелюбленная, то есть я больше знаю, я больше прожил, я больше умею, я больше отстрадал, а вы никто и зовут вас никак. Ну, короче, вы поняли, да, что-то вот из этой области. Здесь и этого человека через вас учат высшие силы определенным вещам, и вас через него учат определенным вещам. Проходите свои уроки. Вот так вот, ребятушки. И все-таки мне интересно здесь по вот этим картам, по искушению я посмотрела, вот по защитникам, по вашим я посмотрела. Еще, ребят, никогда не думайте, что вот то, что вы знаете, это предел. Будьте разносторонне развитыми. Это раз. И поймите, что предела абсолюту нет. Всегда есть куда стремиться еще выше. Кто будет вам мешать на пути вашего предназначения? Я же сказала сразу, я им не завидую. Здесь сразу же их волю будут подавлять, ломать, и проклятия на них будут валить, и им не дадут двигаться по их пути. Мне все показывают за вашего недоброжелателя, ребят. Видимо, что-то он как-то сильно вас подобидел. Удачу у человека заберут. Здесь говорят о том, что нужно уметь и принимать прощение, и самому просить это прощение. И тоже там человека будут проверять на какие-то моменты. Он подумает, что его ждет удача, а в итоге через время это случится. Но недолго ждать. А вам что? Я все-таки хорошо, ладно, раз вот что вот вам еще знать по вашему переходу нынешнему? Надо.
Так, ребят, здесь кто-то по вам работал еще на кладбище. Это человек, которого вы со своей жизни выдворили. Это человек, который вас все время обесценивал, который в треугольники вгонял. Причем он не один. Смотрите, он, короче, что делал? У вас договора новые будут с вашим родом, с силами, смотрите сами, с какими, что у вас там по договорам будет, с кем. Новая жизнь у вас будет. Глядите, определенная личность. Через погост кладбище по вам работала, выпрашивал у подселенцев, чтобы те как-то... Знаете, какая фишка? А поведетесь ли вы на надменность? А у вас духовность, у вас прокачанный уровень высоких вибраций, у вас есть оберег от этого всего. Понимаете, как этот человек хотел, чтобы он, возможно, думает как, что, ага, он вас пробить не может, и он же как считает, смотрит на вещи со своей колокольни. И он думает, ага, деловые, да, вот давай мы попробуем притянуть в твою жизнь какую-то личность, которая ударит по твоему самолюбию. Ты же считаешь себя типа лучше других, умнее и тому подобное, да. И вот этого человека первого, о котором я говорила, притянула вот эта ситуация. На итог что? На итог я вижу, что вы идете в своих вибрациях, у вас договора, у вас предки, у вас хранители, у вас обнуление, у вас свои проработки, тем людям свои плюшки прилетели. Кого к вам привели? Урок не прошел, забрал ваш негатив на себя. И, как говорится, спасибо им всем, этим ребятам, потому что они реально очень хорошую службу вам сослужили. От вас много чего ушло. Вот. У вас ментал хорошо прокачан, вы во снах все видите. Третьим глазом вы все видите даже в реальности. Не обязательно во сны вам входить. На ментале просматриваете и на физике. То есть, два мира параллельно можете видеть. Сочетать их, короче говоря. У вас здесь полностью власть над любыми атаками, которые идут на вас. Вам все это показывают, потому что вы доверяете своей интуиции. Кто-то к вам эту ситуацию притянул, вот пришел человек. Вы на свою надменность прошли урок, вы где-то не загордились. Потому что, как я люблю говорить, вот это я не знаю, это постоянно. То, что мудрец всегда сомневается, а дурак всегда уверен, что он прав, понимаете? И это, факт. Вот тут этот человек, который у вас выбивал вашу уверенность из вас, он не прошел свой урок на надменность, а вы прошли. А вы прошли, ребят. Здесь по высшему суду, ребят, разберутся и с теми, кто к вам программу подкидывал, и тот, кто на вас влиял. Так что вот так вот вариант самый интересный и забавный. Хорошо, что я решила все-таки его посмотреть, потому что я поняла, что его нужно смотреть.
прям почувствовала, что надо. И те, кто все-таки досмотрят видео до конца, и те, кто выбирали этот вариант, вот в первые секунды, когда я расклад начинала, я вас поздравляю, господа. У вас очень приятные вибрации. Да, для определенных, понимаете, многие люди, которые несколько последних лет практиковали, не всегда готовы принять новые энергии и понять, что есть вещи, которые они не знают, а кто-то знает, кто помоложе, да, там, или вот только вроде бы поток у человека открылся, а у него уже такой шквал знаний идет просто, и многие думают из старожилов, что это нереально, кто-то начинает завидовать, у кого-то еще что-то там перемыкает, понимаете? А сейчас открываются, много людей будут открыты, у каждого свой дар, у каждого свое предназначение. И, знаете, ведь как по замыслу-то Всевышнего, что мы прекрасны в своей несхожести, да, или как там говорится. Вот и здесь как бы, развивай свой дар, да, развивай свое. И вот те, кто раньше занимался практиками, кто раньше вышел на этот путь, вы же понимаете, что, благодаря вам определенные люди нашли себя, да, и выводят, то есть мы вот сейчас другое, как бы, да, другие потоки идут у людей, у тех, кто выходит из этого вот всего, эпохи гедонизма, если хотите, своеобразной. У нас другие энергии, мы чему-то будем учить следующее поколение, да, то есть кто-то будет опираться на наши знания и будет знать больше нас. То есть здесь нужно уметь, знаете, чему вот из области, вот когда есть определенные, есть мудрые люди в годах, а есть просто старики, да, когда тебе под 70 лет, и ты кричишь, да я все знаю, да елки-палки, мир уже другой, и ты его не знаешь, ты знаешь, помнишь свой старый мир. Вот есть люди, которые понимают, что их эпоха прошла, их знания кому-то помогли, и они берут и новые знания, и уважают, и принимают то, что, да, здесь я как-то, не понимаю, я не знаю, в общем, это вне моей компетенции, да, в той же магии. А другие, вот большинство, как это я ничего не знаю, да я же тут уже столько лет, а ты только пришел. Ребятки, это большое заблуждение. Возьмите детей, которые рождались 100 лет назад, и те души, которые приходят сейчас, да, разницу чувствуете, понимаете? Это я тем, кто знает, как все в мире устроено. Вот. То же самое и здесь. Нужно не бояться того, что кто-то знает больше. Всегда есть тот, кто знает больше тебя. Просто нужно уважать. Уважать и чувства, и эмоции, и знания других людей. Вот и все. В общем, как-то такой расклад в потоке, ребятки, получился у нас. Пишите мне ваши комментарии, нравится или не нравится. Мне очень понравился сегодня, так многошерстные энергии такие были. Понравилось мне, интересно так все показали сегодня. Дальше будем смотреть уже, что у нас по Йолю вышло по нашим ритуалам. А на сегодня я с вами прощаюсь. Добра вам этого мира и пока-пока.